Всем привет! С вами Анна, и вы на канале о вязании, а именно о вязании крючком. Здесь я делюсь с вами авторскими мастер-классами по вязанию игрушек и не только. И сегодня я записываю для вас первый свой видеоблог. Сейчас сразу объясню, почему я назвала этот влог именно таким образом. Ключевое слово здесь «и не только». Относительно недавно, помимо игрушек, я начала выкладывать на канале мастер-классы по вязанию предметов гардероба и аксессуаров. И зайдя в аналитику канала, я обнаружила следующую тенденцию. Как только я выкладываю мастер-класс на одежду, начинают некоторые люди от меня отписываться. Причем это нормально. Всегда кто-то отписывается, кто-то подписывается. Но именно когда я делюсь мастер-классами на одежду и аксессуары, идут сплошные отписки. Первый вопрос, который я задала себе: а что я делаю не так? Но немного подумав, я поняла, я делаю все правильно. Я развиваю свой канал, я делюсь большим, я стараюсь, чтобы у вас была возможность выбора, чтобы вы вязали в принципе, что хотели. Хотите игрушку? Пожалуйста. Хотите одежду? Пожалуйста. Хотите красивую сумочку? Пожалуйста. Просто так случается, что в жизни попадается, знаете, как говорят, не ваш человек, не те люди. Эти люди просто случайно на моем канале. Они просто забрели, но мы не подошли друг к другу. И это так. На самом деле, когда мы кого-то слушаем или подписываемся на какого-то блогера, на самом деле с этим человеком, значит, что-то связывает. То есть люди подходят энергетически, люди подходят эмоционально. В принципе, люди импонируют друг другу. А это случайные люди, которые, еще раз говорю, мимо проходили и заблудились. И я продолжу выкладывать мастер-классы на предметы гардероба и аксессуары. А теперь конкретно первая причина, по которой вы можете от меня отписаться. Это непосредственно видеоблоги. Теперь на моем канале периодически, не систематически, будут выходить видеоблоги. И, конечно же, это кому-то тоже может не понравиться. Но я еще раз говорю, я буду развивать свой канал, как мне хочется. Я буду стараться давать больше. И с этого момента появится такая еще разновидность видео на моем канале. А почему я решила сделать видеоблог? А потому что я сама иногда смотрю каких-то блогеров и получаю нужную мне информацию, или просто расслабляюсь, отдыхаю, слушая их. Так почему же, я подумала, я не могу поделиться этим с вами? Быть может, кому-то хочется повязать под легкую болтовню или под какую-то интересную информацию. То есть то, что нравится мне, тем самым я делюсь с вами. Видеоблоги будут выходить, когда будет такой порыв душевный или когда появится информация, которой я захочу с вами поделиться. Это первая причина. И вторая причина следующая. На самом деле в последнее время мне все чаще пишут люди из разных стран и просят создать мастер-класс на разных языках. К великому сожалению, на разных языках я это сделать физически не могу. Но пусть у меня английский не так хорош, но я хочу постараться некоторые мастер-классы переводить на английский язык, чтобы порадовать большее количество людей, чтобы большее число людей могло связать милую игрушку. Это на самом деле так чудесно, когда вы вяжете, присылаете мне фотографии, делитесь, и я вижу, что весь мой труд не напрасен, а это именно труд, что все я делаю не зря. Но я хочу повторить и сделать сейчас акцент. Пожалуйста, внимательно послушайте. Мастер-классы я буду создавать на русском языке. И лишь потом некоторые буду переводить на английский. То есть, если вы вдруг пропустили уведомление о том, что вышел мастер-класс на русском, и вдруг видите на моем канале мастер-класс на английском языке, это лишь означает, что 100% на моем канале вышел мастер-класс на русском языке. Прошу это отметить для себя. Я так часто смело об этом говорю, что я буду делать, я пока только планирую. И в ближайшее время я начну разрабатывать мастер-класс, который в дальнейшем переведу на английский.
мастер-класс будет на игрушку, пока не скажу на какую. И на самом деле я пока не уверена, что выйдет из этой идеи. Мы потом, может быть, с вами это обсудим. Я очень хочу, чтобы это получилось. Не знаю, но уже делюсь вот таким серьезным планом, серьезным таким секретом, да, то есть меня вы сейчас слышите, да, многие даже об этом не знают, что я задумала, но мне захотелось этим с вами поделиться. И если сейчас вы еще смотрите мой влог и до сих пор не отписались, у меня к вам большая просьба. Оставляйте, пожалуйста, обратную связь. Мне очень важно, как вам такой формат общения, как вы вообще реагируете на видеовлоги, непосредственно на видеовлоги на моем канале. Это то, что я хотела вам сказать о развитии, о дальнейшем, о будущем своего канала. Да, еще такой момент, конечно же, мастер-классы на английском языке будут выходить только на моем YouTube-канале. Других каналов это не касается. Ну а сейчас хочу поделиться своим пристрастием этим летом к определенному сочетанию цветов. Думаю, что постоянные зрители, может быть, даже это заметили. Знаете, в последнее время мне прям невероятно нравится, как смотрится, сочетается два цвета – розовый и красный. Я связала розово-красный кейп, такой тепленький из полушерсти, который на такую прохладную весну и на начало осени. Я даже выкладывала ролик, думаю, вы видели. Далее, вы наверняка видели шопер, связанный из травки, да, такого алого цвета с розовыми цветочками. Этот шопер называется «Цветочная полянка». И мне безумно нравится свою сумочку, которой я себя порадовала, из красной травки, именно носить с комбинезоном цвета фуксия. Вот прям реально это лето у меня розово-красное. Мне нравится это сочетание, но, конечно, я буду от этого отходить, потому что уже какой-то, ну, он не перебор. У меня, получается, шопер носит у меня ребенок, соответственно, сумочку, да, я не всегда буду носить с кейпом. То есть это все понятно, но просто реально меня как-то пробило, что ли, на эти цветовые гаммы. Есть ли у вас такое какое-то желание, да, нравится ли вам какое-то определенное сочетание цветов? Пишите обязательно, пишите. Мне всегда важна ваша обратная связь. Это невероятно трогательно, когда вы присылаете, еще раз повторюсь, свои фотографии своих работ, связанных по моим мастер-классам. Это невозможно окрыляет. Это просто, знаете, как это таблеточка от всех неприятностей. Но коли речь зашла об сумочке, я взяла ее с собой, точнее, я с ней пришла. Что хочу сказать. Помимо того, что она мне невероятно нравится, мастер-класса на нее не будет. Вы, думаю, видели только ролик. Мастер-класс на самом деле сложно подобрать так, чтобы он был нужен большинству, да, чтобы этим мастер-классом я могла порадовать как можно больше людей. Поэтому не все я выкладываю в таком формате. И что касается вот этой сумочки, на самом деле вы можете, если вдруг вы захотите, да, и вдохновитесь, вы можете вообще связать ее любым удобным для вас способом. Сейчас скажу, это вообще реально несложно. Вы можете обвязать овальное дно, пойти вверх. Вы можете обвязать круглое дно, пойти вверх. Если вы, в принципе, новичок, вы можете связать прямоугольное полотно, сшить боковушки и все. И пришить фермуар, если речь идет о фермуаре, который пришивается. Есть еще, по-моему, который клеится. Ну, я клеить не люблю, я аккуратно это не сделаю. Вся сложность у меня возникла именно с пришиванием. Ну, сложность, как сказать, я это делала первый раз, и вот те, которые нюансы, с которыми я столкнулась, я как раз с вами поделюсь, и у вас уже не будет таких заморочек. Сначала я решила, что не имеет значения, сколько у меня петель по периметру и сколько дырочек на фермуаре. Сразу говорю, самое удобное, если вы сделаете так, что количество петель будет совпадать с количеством дырочек на фермуаре. У меня не совпадало, но фермуар подходил, и я подумала так. Я распределила все симметрично, что через некоторые петли я пройдусь ниточкой по 2-3 раза. Но когда я так стала пришивать фермуар, столкнулась с тем, что неплотно полотно прилегает к фермуару.
Ну, в итоге пришлось распустить, причем я много уже прошила, пришлось распустить, переделать. И последний ряд я его связала с прибавками, опять же, симметрично их распределила и уже петля-дырочка пришивала. Но следующее мое было вот неправильный такой подход. Я посчитала оставшиеся дырочки, оставшиеся петли уже ближе к завершению работы. И тут я обнаружила, что у меня несовпадение в одну петлю. Боже мой, конечно же, это не видно, никто не увидит и не узнает. Можно было бы оставить так, но только не я. У меня должно все совпадать. Петля к петле, петля к дырочке, все один в один. И мне пришлось снова распустить все, что я пришила, и заново этим заняться. На минуточку, фермуар, вы видите, достаточно такой длинненький. Здесь 154 дырочки. Пришивала двойной ниточкой. Сейчас я скажу, почему двойной и как я вязала эту сумочку, еще несколько слов. Двойной ниточкой, которая, конечно, в процессе уже потихонечку расслаивается. Так как она длинная, она путается. То есть я приспосабливалась даже, знаете, вокруг ноги ее обматывала, чтобы она у меня не путалась. Почему двойная? Вообще я вязала травку, взяла, и второй контрастной нитью я взяла Ярнард джинс. У меня такого оранжево-персикового цвета. Ту нить, из которой я вязала топ Тропикана. Наверняка вы видели мастер-класс и ролик с этим топом. Иначе мне просто сложно было бы разглядеть петли. И это было правильное решение. Помимо того, что так проще вязать именно из травки, но сама вот эта пряжа, вот эта пушистенькая, она в изделии тянется. А когда я добавила Ярнард джинс, то сумочка не тянется, сумочка-клатч прям держит форму, смотрится шикарно, вязание плотно и петли лучше видно. Я вам рассказала все нюансы, да, с которыми я столкнулась, поэтому еще раз говорю, смело вяжите. Я думаю, что сообразите придумать, как связать круглое дно и вывязать просто по рядам сумочку или овальное, вы легко справитесь. И даже, я говорю, можно сделать прямоугольное полотно. Главное, сделайте так, чтобы количество петель совпадало с дырочкой. И все, вы проходитесь под петлю в дырочку, под петлю в дырочку, и все. И вот такая красота у вас тоже может быть готова. Это то, что касается сумочки. Ну, а сейчас я хочу поддержать тех блогеров, которые в своих влогах советуют, рекомендуют какой-то фильм к просмотру. Почему я хочу это сделать? На самом деле эта традиция классная. Много интересных, хороших фильмов и сериалов я как раз тоже посмотрела благодаря совету подруги и совету других блогеров. И сегодня я хочу посоветовать фильм. Это единственный фильм в моей жизни, который я посмотрела дважды и оба раза с колоссальным удовольствием. Речь идет о фильме под названием «Другие». В главной роли потрясающая актриса Николь Кидман. Я не видела ни одного неудачного фильма с этой актрисой. Фильм 2001 года. Это мистика, но это глубокая, умная мистика. Там такой поворот событий, потрясающе так все закручено. Не буду много говорить, чтобы лишнего не рассказать, чтобы вы с удовольствием его посмотрели. Потрясающий фильм. Осталось впечатление, советовала всем. Если вам нравится такой жанр, мистика, который заставляет даже задуматься, обязательно рекомендую, посмотрите. Ну а на сегодня я буду закругляться. Мне было очень приятно с вами побеседовать. Еще раз говорю, жду ваши комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылку оставлю в комментарии под этим видео. Присылайте, делитесь своими работами, связанными по моим мастер-классам. Присылайте все, и игрушки, и аксессуары, если вы связали, и одежду. Всему рада, всегда любуюсь и с огромной благодарностью смотрю и наслаждаюсь. Ну что, до новых встреч, пока-пока.